Здравствуйте, друзья! У нас прогноз 3 декады декабря для знака зодиака Дева. Мы коротко посмотрим по всем сферам жизни, что вас ожидает представителей знака зодиака Дева с 21 по 31 декабря. Я поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Я желаю вам здоровья, счастья, любви, исполнения всех ваших задумок, желаний. Пусть в 2022 году у вас все будет хорошо. Давайте посмотрим, что у вас будет происходить в начале этих 10 дней. Ваш настрой, ваши ожидания. У многих эта карта, да, это подготовка к Новому году. Что вас ждет в личных отношениях? Первую карту, у кого они есть. Отношения или брак. Вторая для тех, кто в поиске любви. Работа, карьера, бизнес. У кого есть занятость, что у вас? Для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней? И совет или предупреждение от Таро. Сюрприз, неожиданность, Девы. 3 декада декабря. Или на чем-то Ленорман хочет вам сделать акцент. Да, смотрите, здесь у кого-то может быть поездка с другом. Может быть, поедете, например, на Новый год куда-то или отправление в отпуск. Но поездка может быть и местного значения. Тут или, знаете, еще, или поездка вместе с другом, или кто-то, может быть, поедет кого-то проведывать. Также это может быть очень много переписки. Ну, естественно, вы будете поздравлять друзей, родных, близких с Новым годом. Да, очень много общения будет. Кто-то стоит сейчас на развилке, или вы стоите перед каким-то выбором. Здесь вам кто-то может дать совет, и этот совет для вас будет правильный. У вас совет еще королева мечей ложится. Может быть, по собаке это какой-то консультант. Или это, ну не знаю, может быть, это ваша мама или подруга. Или вам в каком-то вопросе нужно будет посоветоваться с врачом, с юристом, с нотариусом, может быть, преподаватель. Да, поэтому на чей-то правильный совет вы можете рассчитывать. Хорошо. Ну, вначале я сказала, тут у многих ложится эта карта. Это подготовка к празднику, покупка подарков, продуктов, уборка в доме. Тут украсить дом нужно. Может быть, кто-то заканчивает какие-то старые проекты по работе, заказы. Подчищаете хвосты, чтобы в Новый год перейти уже без каких-то обязательств. Кто-то, может быть, не заканчивает, а закрывает какие-то там кредиты, платежи. У кого-то, может быть, аврал на работе. Да, если это подготовка к празднику по дому, карта говорит, не взваливайте все обязанности на себя, разделите их с другими членами семьи. Отношения. Туз кубков. Ну, здесь какие-то или приятные новости, или исполнение вашего желания. Здесь может быть предложение руки и сердца, известие о беременности. У кого-то может быть какой-то подарок, например, связан с поездкой. Может быть, вы получите в подарок путешествие. Если вы с кем-то были в ссоре, то здесь карта говорит, вы можете помириться. Но в любом случае здесь какие-то очень приятные, радостные события. А для тех, кто в поиске, вот я говорю, может быть, у вас знакомство через интернет. Мир, да, это может быть коммуникации с людьми из других стран, городов. Но ведь еще у нас мир — это завершение одного этапа, начало следующего. Это смена роли. То есть вы были холостой, холостая, становитесь в отношениях. Давайте одну карту.
ограничения будут. А ограничения в чем? Скорее всего, человек где-то далеко. Но будет очень много общения, переписки. Ну, мы смотрим 10 дней, да, но познакомиться вы можете. Конечно, это может быть человек не обязательно в другой стране, может быть, просто находится где-то далеко от вас, может быть, в пределах той же страны. Хорошо, работа, бизнес, но здесь работа, скорее всего, на себя. Может быть, вот реально очень много заказов, проектов, много консультаций. Или, например, вы работаете преподавателем, да, вот это смена, сдача каких-то зачетов, экзамены. В завершении года нужно будет какие-то там документы оформить. У кого-то, может быть, стоит вопрос об уходе на пенсию, ну, если меня люди взрослые смотрят. Или еще, знаете, здесь может быть продумывание путей развития. Конечно, отшельник — это больше заниматься своим делом, но как таковой прибыли-то может быть не так и много. Но это, знаете, идти по своему пути, по пути своего предназначения. То есть вы понимаете, что да, может быть, и вы помогаете людям. Здесь, может быть, какие-то духовные практики или исцеления. Ну, вот вы являетесь специалистом в каком-то деле. То ли вы помогаете, направляете людей. Знаете, у нас отшельник — это может быть психолог, таролог. Да, денег там больших не заработаешь. Хотя многие думают, что там миллион ворочается. Нет. Но это именно помогать. Почему и в деньгах у вас ложится королева кубков? Это может быть тоже вот помощь. Это может быть еще что-то связано с помощью, например, пожилым людям. Соцзащита, забота, сиделки, няни. Может быть, тоже вы, например, в интернете ведете какой-то сайт и даете консультации людям. То тут вот тоже карты говорят, очень много будет переписки и общения. Для тех, кто в поиске, старший аркан сила. Тут, знаете, вот можно найти работу перед Новым годом, но нагрузка очень большая. Это когда мы приходим на новое место, у нас еще мало опыта, знаний, и здесь нужно будет, может быть, попросить помощи у тех людей, которые уже работают, потому что вам еще как бы тяжело справляться. Да, сейчас я силу посмотрю. Смотрите, если вы найдете работу, не нагружайте себя очень сильно. Умеренность говорит, да, может быть долгожданная работа, или может быть работа связана с поднятием тяжести, тут курьеры или грузчики. Все, проявляйте баланс, да, вот отдых, работа. Или для тех, кто ищет работу, сила — это прилагать много усилий, но еще карта говорит ждать. Скорее всего, не в эти 10 дней, потому что умеренность — это не карта движения. Да, силу вы ищете, вы не опускаете руки, но сейчас вот эта предпраздничная суета, поэтому, скорее всего, мы посмотрим это уже в январе. Ну а если найдете работу, то не нагружайте себя большим количеством ответственности и обязанностей. Финансы. Знаете, вот по этой королеве кубков, тут, во-первых, может быть, конечно, и помощь от какой-то женщины. Это может быть ваша мама, для кого-то взрослая дочь. Еще здесь могут прийти детские. Но это тратить на то, чтобы доставить тем людям, которых вы любите, какие-то приятные подарочки. Вот на Новый год что-то покупать. У кого-то здесь может быть вот известие о беременности, а может быть роды. Тут или траты, или наоборот придут какие-то деньги. Тут уточню. Знаете, иногда королева кубка показывает, что, как правило, деньги не очень важны для этой королевы, а ради своих родных и близких она может пожертвовать любыми деньгами, чтобы им доставить приятность, да? Иерофант. Ну, тут трат на свой род. Да, я думаю, что здесь или помощь от вот королевы кубков,
от старшей женщины по роду. Или вот тут реально очень много консультаций. Как я говорила, какие-то, может быть, целительские практики. Но вот королева кубков — это психолог, таролог, целитель. Да? Вот может быть что-то такое. Вот у нас отшельник Иерофант. Да? Это может быть или траты на какого-то человека, то есть специалист. Вот, как я говорила, здесь консультации с каким-то специалистом. Или вы таким являетесь специалистом, вот, может быть, преподаватель. Я уже перечисляла по отшельнику. Это получение финансов от вашей деятельности. Но по королеве кубков, я говорю, здесь что-то или помощь людям, или исцеление, или духовные практики. Ну, и эзотерика еще, да. А вот давайте мы вот эту семерку уточним в конце. 10 дней, практически Новый год. Вы знаете, может быть, как семерка, это вас кто-то пригласил в гости на Новый год, но вы жутко не хотите идти. Может быть, вам люди неприятны. Это вот проявить хитрость, придумать что-то, чтобы избежать то ли какого-то разговора, то ли вот какой-то компании. Кто-то будет продумывать стратегию, план, как провести Новый год. Может быть, знаете, скрывать будете от своих родных и близких, вот мужчины, купите там какие-то петарды, и потом как сюрприз будет. Это еще прятать подарки. Давайте одну карту посмотрим. Я думаю, здесь еще, знаете, оформление каких-то заказов или все-таки, наверное, подарков. А у кого-то, может быть, перед самым Новым годом будет очень много работы. Как я и говорила, может быть, знаете, еще работа, на себя работать. Может быть, вы вот какой-то заработок одноразовый, например, оформление там новогодних подарков. Там будете собирать конфеты, игрушки. То есть вы здесь можете хорошо заработать. Совет вам ложится королева мечей, но тут или вам нужно действовать как королева мечей. Если вы будете чувствовать вот в эти дни себя стесненными или зависимыми от кого-то, от чего-то, то у вас появится вот этот меч, которым вы сможете отсечь то, что вам не нужно, или то, что влияет на вашу независимость, самостоятельность. Это может касаться работы и отношений с кем-то. Но еще карта вам советует проконсультироваться со специалистом. Королева мечей — это может быть консультация у врача, у юриста, да, или какие-то государственные посты, но, скорее всего, это женщина. Вот на ее совет или помощь вы можете полностью рассчитывать. Так, хорошо. Давайте получим для вас совет от веканского оракула Девы. 3 декада декабря. Имболк перевернутый. Сейчас. Необходимо время, прежде чем ваши мечты или желания смогут быть воплощены в жизнь. Уделите больше времени предварительному планированию и не торопитесь. Так, ну давайте мы посмотрим, исполнится ваша мечта или желание в эти 10 дней. Я надеюсь, вы уже загадали. Если нет, то загадывайте. Что нам скажет маятник? Маятник, ответь, пожалуйста, девам, исполнится ли их желание в эти 10 дней? Ответ нет. Вот нам Имболк с вами сказал, да, что нужно еще подождать и обратить внимание на детали. Может быть, после Нового года. Так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Еще раз с наступающим Новым годом. Удачи вам в Новом году. Всего хорошего.